Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, неделя или события недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И мы сделаем этот расклад на двух колодах. И первый у нас будет оракул Ленорман. Вот давайте узнаем, что наиболее важно, по мнению оракула, будет на неделе. Или чему нам придется уделять внимание. Напомню, что транзит черной луны или Лилит, он все равно продолжается, и хоть кульминационная точка у нас была 28 июня, но продолжение следует, и впереди нас ожидает. И еще более важный транзит, той же самой, точнее, соединение Лилит с Солнцем. Как раз с вашим Солнцем, мои дорогие, когда 19 числа Солнце войдет в ваш знак, присоединится Лилит. У меня есть по поводу вот этого периода, когда соединение идет Лилит и Венеры, или черной луны с Венерой. У меня есть серия видео для всех знаков зодиака, вы можете посмотреть. А также во вкладке сообщества есть статья, точнее ссылка на мой сайт и мою статью. Вы можете почитать, как это соединение вообще влияет на нашу жизнь, сферы жизни разные, кому интересно. Ну а по поводу соединения с Солнцем, черной луны, я еще сделаю и статью напишу, и сделаю серию видео. Итак, идем дальше. Кому интересно, почитайте, посмотрите видео. Итак, что думают карты оракула для львов и львиц на неделю? Каковы события, вокруг чего они будут разворачиваться с 3 по 9? Избавиться от лишнего, подвести какой-то итог, может быть, но это тот итог, который мы собираем, а потом словно выбрасываем. Избавиться от ненужного, от какого-то балласта, от того, что просто нам, может быть, мешает жить, мешает идти вперед. Это могут быть какие-то наши заблуждения. Но должна сказать, что, скорее всего, с учетом периода, ведь что такое вот в продолжении того, что я начала говорить, Лилит или черная луна, я описываю в своей статье, и да и в видео об этом говорю, о том, что по сути ведь это не планета, это есть один пункт, точка на самой удаленной орбите Луны, но она оказывает на нас так или иначе воздействие, это подмечено многократно в течение уже столетий. Поэтому, видимо, что-то будет открыто, наука идет вперед, но вот это наше зазеркалье какое-то, то, что мы думаем, как кармический урок, может быть, какой-то действительно урок. Похожие ситуации, как дежавю, могут быть. И вам может казаться, мне кажется, правда, что-то было подобное в моей жизни. Или всплывает на поверхность какой-то вопрос, который тоже уже в вашей жизни присутствовал. Вы уже пытались какую-то задачу решить таким или иным образом. Не получилось. Может быть, даже предпринято было много сил, положено средств у кого-то. Тоже вот что-то стояло на паузе, или не хватило где-то духу принять это решение. Мы не смогли вовремя от чего-то отказаться. Так вот, по кармическим урокам это как раз вот та какая-то задача, которую мы словно не прошли прежде, и нам теперь будет предложено еще раз сдать экзамен. И чтобы мы впоследствии были избавлены от этого опыта, мы должны принять какое-то важное решение. Иначе нам этот урок, мы как будто не прошли, вот этот экзамен, нам Вселенная может повторить. Для вас будет, мы смотрим только на неделю, но вот есть как минимум один какой-то пункт в вашей жизни, которому нужно уделить внимание. Иногда по метле именно в этой карте идет, знаете, как какой-то предвестник или возможность сама по себе какого-то конфликта, разлада, когда мы не можем с кем-то договориться. Или есть какая-то проблема, вот как раз, да, вот то зазеркалье, о котором я сейчас подробно рассказала. И это как предчувствие, которое вызывает у нас беспокойство. Мы можем, кстати, столкнуться и с человеком, у которого сложный характер, или у которого быстро может меняться настроение, а вместе с настроением, глядишь, там где-то и мнение он свое меняет. Это может быть, в принципе, тот человек, на которого мы не можем положиться где-то так. Это могут быть какие-то и договоры прежде, и тут в последний момент кто-то может передумать. Или были приняты какие-то соглашения, неважно, по работе, по бизнесу, и, может быть, и в личной жизни. И тут тоже есть такой вариант, что нас могут подвести. Есть сам по себе элемент нервного какого-то напряжения, по крайней мере,
Ну, я не могу этого и исключать. Может быть, когда, знаете, какие-то просто даже мелкие вопросы могут нам досаждать, вынуждая переключиться на вот решение каких-то других задач, хотя мы строили планы в другом направлении. Ну, давайте мы раскроем. Это ведь может быть просто, знаете, один день какой-то или эпизод. Или нам карта все-таки уверенно так советует, что избавься, лев, от всего того, что тебе мешает жизнь. Вот как видят карты Таро. Давайте сделаем традиционный расклад. Итак, что важно знать, по мнению Таро? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Давайте узнаем. И достанем 3 карты по основным сферам жизни и дела, работы, бизнес, финансы и энергетика в личной жизни. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это только прогноз. Он никогда не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы просто с вами размышляем и предполагаем, судя по метафорическим образам карт, какие могут создаться предпосылки, к примеру, или какие могут быть психологические состояния, ситуации, и как видят карты развития. Итак, что важно знать? И еще раз нам про выбор. Двойка мечей – это своего рода, как мы вот на перепутье дошли, так условно говоря, да, как в сказке, до какого-то камня. И вот там написано, куда нам, направо, налево, вот какой-то его величество. Серьезный выбор мы должны сделать, вот чего не избежать. Мы встанем перед выбором. Куда я иду? У кого-то это может касаться, ну, так, моих целей в жизни. То есть это то, или ваши мысли, которые, ну, никто не знает, те, которые скрыты. Это где-то вы сами и ваши дальнейшие планы на будущее, с кем я, или чем я буду заниматься, каким образом зарабатывать деньги, кому я могу доверять, кто мне друг, кто мне враг, а кто и просто так. Вот, кстати, должна сказать, равнодушных людей нужно избегать, потому что от них никогда не знаешь, что ожидать. И тут по двойке-то мечей мы ведь что должны провести? Эмоциональный баланс. Вот в первую очередь, что нам говорит карта. И не слушать советов со стороны. Вот есть какое-то решение, мои дорогие львы и львицы, которое вы не должны делать не под нажимом, не под советом, а принять какую-то рациональную основу дела. Что есть по факту? Может быть и правда завершаем что-то. Ведь если двойка мечей, если мы идем направо, то налево ведь мы уже, получается, не идем. И стало быть, мы от чего-то отказываемся. Вот какая-то, ну, видимо, или какое-то наше решение, которое мы принимаем и неизбежно, получается, от чего-то отказываемся. Давайте посмотрим неожиданности. Мы можем, это карта мага, шикарная карта, и маг это может быть, как вы сами, кстати, да, когда у вас в руках все стихии. Но хладнокровие, маг это там, где нет эмоций вообще. И нам как раз вот эти 2 карты говорят, что ты должен увидеть ситуацию для себя самого, для того, чтобы быть избавленным от каких-то уроков прошлого. Какую-то кармическую задачу, это у нас старший аркан, вы должны как будто для собственного благополучия решить, чтобы в дальнейшем полностью от начала до конца, как вот этот маг, владеть как и ситуацией, так и вообще влиять на ход событий вашей жизни. И ведь для мага нет ничего невозможного. Да, он не изменит какие-то обстоятельства глобальные, но он всегда изменит свое отношение к ним и перестроится. Он в любой ситуации найдет для себя ну, то место комфорта, уюта, если можно так сказать, правда? Или ту цитадель, где, к примеру, он может укрыться, без этого не бывает в нашей человеческой жизни. Или если это конкретный какой-то вопрос по делу, который касается, значит, он найдет способы, как решить этот вопрос. Пусть он поменяет тактику, стратегию, войдет в другие двери, обратится к другим людям или вообще как-то пересмотрит направление, ну, именно вот по решению конкретного вопроса. Но какая-то цель у мага, а она у него есть, она все равно будет осуществима, даже если мы что-то подкорректировали. С другой стороны, чего не избежать?
Ваша какая-то сила может столкнуться тоже вот с таким человеком, который где-то манипулятор, который очень умный, интеллектуал. Он все предвидит, у него великолепно развитая интуиция, и он как будто точно угадывать может даже, что вы думаете. Вам неизбежно придется где-то быть серым кардиналом, не говорить много. Люди, или как минимум один человек, вы можете с таким столкнуться, и значит нужно быть где-то в тех же энергиях. Чему сейчас не время? Но не время или что нам может помешать? Может помешать какая-то, знаете, переключение как будто на те вопросы, куда я собираюсь поехать. Или буквально какая-то поездка, как будто не время. Не время тут вообще строить планы, наверное, на какую-то далекую перспективу, потому что что-то будет на повестке дня в течение недели стоять более важно. Или с учетом карты мага в любой момент та обстановка, в которой вы находитесь, что-то может меняться. И вы словно должны быть вот в этом моменте, здесь и сейчас, и держать еще вдобавок руку на пульсе. Пройдет какое-то время, и тогда мы, может быть, более грамотно распорядимся, как и нашими собственными ресурсами, а кто знает. Может быть, обстоятельства как-то изменятся, и вы уже тогда будете как-то более ловчее, или больше будет каких-то возможностей, или еще будут какие-то перемены. Не время, мы говорим, как будто в принципе готовится к какой-то даже дороге. Может быть, это еще и не в прямом смысле дорога, это какие-то наши планы на будущее тоже. Пока мы, наверное, не завершим какой-то урок, пока мы не наведем порядок и в собственных мыслях, как минимум, в душе, или какой-то вопрос мы должны решить, или направление выбрать. Вот пока мы вот это не осуществим, видимо, может быть, от этого будут зависеть какие-то наши дальнейшее, как и качество жизни, так и наши возможности. Что нам помогает? Хладнокровие, рационализм у нас выпадает, король мечей. С другой стороны, нам помогает, если мы уважаем закон, буквально. Нам могут помочь как высокие чиновники, представители власти. И тут ведь у каждого по-своему какая-то может быть ситуация. То есть, если мы сами соблюдаем как закон, так и понимаем, что есть иерархия. То есть, когда мы не прыгаем буквально через голову руководителя, а мы идем как-то ступенчато, последовательно, то это нам тоже помогает, потому что мы не вызываем какого-то негатива, может быть, к себе или ненужных осложнений, да, то есть мы где-то идем по правилам, по традициям. Вот то, что принято, может быть, в вашей местности, где вы проживаете, для чего-то это вам будет как и важно, так и будет помогать. Но мы не нарушаем закон. По этой карте, если мы сами не знаем, как лучше обустроить какое-то дело буквально, тогда следует обратиться к юристу, может быть, или к человеку, знающему. Это может быть высокий чиновник. Если вы какой-то хотите документ оформить, значит, тоже мы можем обратиться для согласования, получить какую-то консультацию, как правильно поступить в том или ином деле. По этой карте могут быть и узкие какие-то специалисты. Буквально кто-то может отправиться, может быть, к врачам решать вопросы по профилактике даже, да, или обследование какое-то проходить. Ну, тут по-разному. Но узкие специалисты тоже проходят. У кого-то буквально, может быть, почему нет, мы все разные. Ну, что-то вы реструктурируете, организовываете, улучшаете дома. И вам потребуется специалист, который может, ну, какой-то, может быть, сложный ремонт сделать, к примеру. Хотя, конечно, иногда мечевая карта и говорит, карты двора, о том, что это могут быть люди, буквально работающие с металлом. То есть это может быть любой специалист в плане ремонта даже, да, если мы рассматриваем эту карту. Но, тем не менее, чаще это проходят люди, которые либо при власти, либо высокий пост, либо где-то, ну, юристы, адвокаты, нотариат, может быть, или врачи. Ладно, ну вот я думаю, цель понятно, да, что нам хотела передать карта, что ты поступай все-таки по правилам. Люди как угодно. Но вот твой где-то спасательный круг, может быть, или та основа, на которую мы можем опереться, это как и рационализм, хладнокровие. То есть, посмотрите, ни одной карты нам про эмоции пока, по крайней мере, не сказали. И с картой метла, в общем-то, с этого и начинается. Поэтому будем это все учитывать. Дела, работа, бизнес. Это может быть как какая-то новость, которая на первый взгляд, это туз пентаклей,
может нас словно так вот обезоружить, выбить из колеи, нарушить наши, в принципе, планы какие-то мы себе тут уже построили какую-то траекторию, а тут что-то нам приходится менять. И впоследствии, кстати, мы можем себе поблагодарить, что нам пришлось это сделать. Или вот эта новость нам пришла не случайно. Это мы можем какой-то документ получить. Может быть, как письмо, как сообщение у кого-то смс, по-разному. Но вот то, что я сейчас описала, оно проигрывается не всегда. Даже я бы сказала, оно ни в одной колоде не написано, но реально существует. Это существует, к примеру, в моей жизни и по каналу. Вот насколько я ориентируюсь, я видела уже несколько было записей, у кого так проигрывалось, понимаете? Поэтому, значит, есть такой вариант, и я с него начала. Хотя в основном карта нам о чем говорит? Получение денег, опять же, получение документов. Это больше карта шанса, это больше карта возможностей. И как и подписать документы, заключить какие-то контракты, так и буквально, может быть, деньги задерживались, тут мы их получаем. То есть больше позитива, безусловно, в этой карте. Но, повторюсь, мы все разные, обстановка разная, и у каждого вот эта рулетка, правда, похож пентакль на рулетку, она все же может повернуться у каждого по-своему. Финансы. У кого-то могут задерживаться деньги, у кого-то из-за задержки денег это вы будете какие-то новые формы получения денег, получения доходов. Может быть, по карте звезда, кстати, это какой-то будет планируемый переезд или покупка, продажа жилья. Не именно на этой неделе мы покупаем, продаем, переезжаем. Но вот шикарно именно где-то себе как будто, ну, может быть, найти информацию, которую нужно нам потом впоследствии осмыслить, переработать или какой-то вариант выбрать. Все то, что, знаете, это карта цели на лет 10-20, карта звезда. Вот то, что мы хотим осуществить, и то, что мы просто пока словно примеряем к себе, это хорошо. Но могут быть и задержки какие-то, и, видимо, какую-то на долгую траекторию жизни мы можем решить какие-то основные вопросы. У каждого ведь тут какой-то свой житейский опыт, или, как мы говорим, кармические какие-то долги. Мы как будто какой-то гештальт должны закрыть для того, чтобы более уверенно смотреть на далекий период своей жизни. Ведь по карте звезда у нас как раз идут, и это у нас пусть на финансы, значит, это могут быть новые способы заработка с учетом изменившейся какой-то обстановки или ситуации. Я могу предположить и так. Ну, а у кого-то, правда, есть какая-то задержка, или нам говорят еще карты, деньги мы не тратим, даже вот если у кого-то проигрывается, правда, получение денег, бумаг, мы здесь больше сохраняем в последующем. Нам будут нужны деньги. Вот об этом тоже есть смысл подумать заранее. Где-то все меняется в нашем мире. В личной жизни, а вот в личной жизни какие-то приятности, мои дорогие львы, комплименты, предложения, может быть, руки и сердца. Даже если вокруг какой-то хаос и неразбериха, но личная жизнь – это как раз, ну, да, наиболее спокойная гавань, наверное, на этой неделе. По этой карте нам обещают как и хорошее настроение, так и улыбки на лице. Значит, как минимум что-то одно определенно вас порадует. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.